Когда полицейский натыкается на дело заблудившегося туриста, помощь приходит из самых неожиданных мест. Эмили ожидала услышать многое, но то, что дорогу перегородила маленькая сова, не входило в их число. Она была хорошо знакома с тем, как справляться с дорожным движением и перекрытиями шоссе, как общаться с жителями своей маленькой деревни и помогать им. Но чего она никогда раньше не слышала, так это описание сцены, на которую ее вызвали. Но маленькая сова своим поведением компенсировала то, чего ей не хватало по размеру, постоянно ухая, надеясь и летая по зоне, но никогда не покидая своего места, как будто она защищала что-то, что было для нее чрезвычайно важно. Машины вокруг, казалось, не решались проехать, поэтому большинство водителей тоже почувствовали облегчение, когда увидели, что Эмили вышла из патруля. Пришло время поработать профессионалу. По крайней мере, так думали другие дальнобойщики. Но правда заключалась в том, что Эмили тоже не знала, что делать. И особенно потому, что она никогда бы не поверила в то, что произошло дальше. Эмили осторожно приблизилась к сове, затаив дыхание, и медленными шагами медленно присела на корточки и раскрыла ладонь. И тут произошло самое удивительное. Вместо того, чтобы улететь, как, по мнению офицера полиции Эмили, поступила бы любая другая птица, маленькая сова тихонько ухнула и прыгнула Эмили на руку. Сначала она попросила водителей и зевак оставить ее в покое. Они скептически посмотрели на нее. Один из них даже пробормотал себе под нос, что это не сработает. Малышка упрямая. У Эмили было немало дел с другими животными, но в основном это были ситуации с потерявшимися собаками и кошками, застрявшими на деревьях. Но самое важное, чему она научилась из этого опыта, это терпению. Итак, она терпеливо ждала, пока птица покрепче уцепится за ее руку в перчатке, а затем встала и осторожно подошла к концу дороги, поискала ветку, которая была бы не слишком высокой и не слишком низкой, и попыталась положить руку рядом с ней, чтобы птица могла дотянуться до нее. Крошечная ночная птичка могла бы вернуться в безопасное место и к своей обычной жизни. Но вопреки всему, что можно было ожидать, как только у нее появилась такая возможность, маленькая птичка спрыгнула с руки Эмили и вылетела обратно на середину дороги, где снова непреклонно закричала и отказалась сдвинуться с места ни на дюйм. Полицейский не мог удержаться от смеха. Это была невероятная сцена. То, что сначала казалось простым, хотя и немного странным делом, теперь обретало смысл. Она прекрасно представляла, как эта отважная птица умудрялась не уступать дорогу водителям на шоссе. Каждый раз, когда кто-нибудь пытался отодвинуть ее, птица сопротивлялась и настаивала на том, чтобы вернуться на середину дороги. «Мы уже пытались это сделать», прокомментировал один из очевидцев, водитель грузовика по имени Джек. К счастью, вскоре он вызвался помочь с блокпостом, который с каждой минутой становился все более и более обширным и запутанным. «Мы все хотим добраться до места назначения, но не хотим причинить вред птице. Спасибо. Думаю, теперь у меня есть лучшее представление о том, что нам следует делать», сказала офицер Эмили, доставая свой телефон. С помощью Джека, который знал большую часть других водителей грузовиков, они нашли объездной путь, используя близлежащий переулок, и когда их спросили о ситуации, каждый из водителей сообщил остальным, что было бы лучше сделать крюк, поскольку основная дорога была перекрыта. И пока они занимались этим и перенаправляли движение, у офицера Эмили было время получше рассмотреть птицу и попытаться понять что-нибудь еще. Именно в этот момент она заметила еще более неожиданную вещь. Как только она приблизилась к своей руке, совенок насторожился и клюнул ее в ладонь. Даже несмотря на то, что ее рука была в перчатке, она все равно почувствовала остроту его клюва, поэтому немедленно отодвинулась. Эмили пришлось задуматься, что же это за объект, который совенок так агрессивно защищает. Может ли это быть что-то ценное? В одной из своих маленьких лапок он держал что-то похожее на металлическую монету, а вокруг его лапы
была обмотана металлическая нить. Еще больше вопросов возникло у нее в голове, когда ей удалось получше рассмотреть птичью лапку. Что-то похожее на маленький голубой драгоценный камень отразило свет на лице офицера. Ей пришлось тщательно спланировать свои дальнейшие действия, но она и не подозревала, что реальность этого случая оказалась намного более фантастичной, чем она себе представляла. Именно тогда она позвонила доктору Максу Смиту, местному эксперту по дикой природе. Она подумала, что его опыт и обширные знания о хищных птицах могли бы быть особенно полезны для поиска решения, как вести себя с этим уникальным существом, и, наконец, для разгадки тайны драгоценного камня, который оно носило на лапе. Того, что она просто не могла выбросить из головы сейчас, отчасти из-за своей гражданской позиции, отчасти из-за своих обязанностей, отчасти из-за собственного любопытства. «Привет, Эмили, все в порядке?» Голос на другом конце провода казался усталым, но в то же время в нем было что-то умное. «Что-нибудь еще показалось вам странным?» «Я думаю, что это нечто большее, Макс», — продолжила Эмили. «Видишь ли, это выглядит так, как будто оно очень настойчиво пытается сообщить что-то важное. К тому же к его ноге прикреплен странный металлический шнур. Не могли бы вы подъехать и взглянуть?» Макс согласился, и буквально через несколько минут к месту происшествия подъехал старый и грязный внедорожник. «Ты был прав. Это странно», — сказал Макс после первого осмотра. «Я думал, что у меня был какой-то необычный опыт общения с птицами, но я никогда не видел ничего подобного. А что это за подвеска у него на лапке?» Глаза маленького зверька сияли невинностью и решимостью. Она не была ни агрессивной, ни испуганной, но и не собиралась отходить ни на дюйм от своего места. Почему раньше я мог к ней прикоснуться? А теперь она так сильно сопротивлялась. Теперь она уже не могла отрицать, что этот неизвестный предмет должен был представлять для птицы огромную ценность. Но как они могли приблизиться к птице и посмотреть на нее, не заставив ее защищаться? «Совы — чувствительные животные, Эмили», — добавил доктор Макс. «Давайте действовать медленно. Покажем, что мы не представляем угрозы и хотим помочь». Они вдвоем попытались сблизиться с птицей, двигаясь успокаивающими движениями, пока маленькое животное не перестало быть настороже. Птица пристально смотрела на них, пытаясь что-то сказать на этом языке без слов, на который способны только животные. Эмили протянула руку, надеясь на лучшее, и тут маленькая сова мягко села ей на палец. Было похоже, что она ее узнала. Теперь, когда птичка была у них, они осторожно повертели ее в руках, чтобы рассмотреть подвеску на лапке. Птица все еще нервно ухала, но, возможно, она не считала, что двое людей могут причинить ей какой-либо вред. Именно доктор первым заметил необычный предмет на лапе совы. «Это подвеска-указатель маршрута», — воскликнул он. «Посмотрите на дизайн и маркировку. Это объясняет, как она отражает свет. Туристы используют ее в память о своих путешествиях». Но зачем она сове? Эмили задала себе этот вопрос и погрузилась в глубокие раздумья. Туристы в этом городе всегда были готовы, и для них не было обычным делом терять что-либо, тем более такой кулон. Возможно, это был не просто типичный случай, когда потерянную вещь находит животное. Офицер не мог не думать о странной ситуации, как о загадке. В ее руке был нужный ключ, но какую дверь он мог открыть? По крайней мере, как будто поняв, что они продвигаются вперед, птица, наконец, расслабилась и сошла с дороги. Казалось, это преследовало Эмили по мере того, как она углублялась в расследование, и она скоро найдет ответ. События приняли шокирующий оборот, когда они узнали о Роберте, пропавшем без вести в туристическом сообществе. Местный турист подтвердил, что это кулон Роберта, а затем показал полицейскому фотографию. На фотографии он с гордостью держал кулон, который теперь был в руке Эмили. Она была потрясена. Могло ли быть так, что птица встречалась с Робертом раньше? Это была безумная идея. Но это была единственная зацепка, которая у них была. Ради блага Роберта
и его семьи, с которыми они встретились, прежде чем спросить о маршрутах, по которым обычно ходил Роберт, Эмили должна была быть непредвзятой. Она поделилась своей идеей, поначалу вызывавшей сомнения, со своим спутником. «Я имею в виду, что это невероятно, но это возможно», — согласился доктор Макс. «Пути природы неисповедимы, Эмили, и животные умнее, чем мы обычно думаем. У них есть другие чувства, острые и странные, которые привели к бесчисленным историям, столь же невероятным, как это. Заинтересованная странная группа, состоящая из полицейского, доктора и совы, тщательно изучила одну из тропинок, по которой мог пройти Роберт, желая найти его как можно скорее и в целости. Птенец был впереди, прыгая и перелетая с ветки на ветку. Он изменил направление, но, похоже, не заблудился, а наоборот, решил вести пару. Это было вдохновляющее зрелище. У них была не только карта, но и путеводитель по животному миру. Благодаря интуиции совы каждый шаг, казалось, приобретал большее значение. Каждый поворот, каждое уханье и хлопанье крыльев были знаками, которым нужно было следовать, чтобы приблизиться к своей цели. В некотором смысле это было похоже на то, как стрелка компаса поворачивается на север. Поначалу они были шокированы неожиданностью своей ситуации, но все их сомнения исчезли, когда они наткнулись на первую же нужную им подсказку — отпечатанный отпечаток ботинка. Они чувствовали себя спокойно, зная, что их крылатый спутник ведет их в лес. После нескольких часов блуждания все глубже и глубже группа вышла на поляну. В центре ее виднелись следы недавнего лагеря. Потухший камин, вокруг которого было разбросано несколько консервных банок из-под продуктов, свидетельствовал о том, что мужчина готовил там ужин по меньшей мере день назад. «Возможно, это последнее место, где Роберт разбивал лагерь», — поняла Эмили. Затем она указала на палатку в лагере, слегка покосившуюся. «Как ты думаешь, нам стоит проверить?» Это было шокирующе. Все стояло на своих местах. Они не могли поверить в то, что обнаружили внутри. В палатке лежал дневник путешественника. Макс взял книгу и начал читать. Его голос был переполнен эмоциями. Описание. В последних записях рассказывалось о необычном друге Роберта, маленьком птенце совы с взъерошенными перьями, описание которого полностью совпадало с описанием того, кто следовал за ними. Офицеру Эмили пришлось сдержать слезы. Роберт описал свою связь с птицей как нерушимую, как будто они сблизились и по-настоящему понимали друг друга. «Сова пытается помочь ему», — сказала она, воодушевившись. «Мы теперь так близки, что не можем подвести их». Они продолжили путь, объединив все свои идеи. Чтобы иметь больше шансов найти Роберта, они решили взять карту и проследить, согласно записям в дневнике путешественника, возможные остановки, которые могли бы привести их к текущему местоположению Роберта. После нескольких часов ходьбы и размышлений они наткнулись на препятствие. Они больше не могли придумать никаких маршрутов. Но в какой-то момент произошло нечто невероятное. Сова слетела вниз и клюнула точку на карте. Сначала это выглядело как обычное случайное местоположение. Но доктор Макс сопоставил его с записями в дневнике и подумал, что точка, в которую он клюнул, на самом деле может быть возможным направлением. «Что это за совпадение?» — спросила себя Эмили. «Возможно, это было не совпадение», — ответил доктор. Становилось все темнее, но группа чувствовала, что они идут по правильным следам. Пока доктор проверял, возможен ли маршрут, указанный птицей, Эмили нужно было сделать несколько важных звонков. Связавшись с местными властями, Эмили подчеркнула важность этого дела и найденных ими улик, опустив, конечно, те моменты, в которые она сама до конца не могла поверить, и попросила их помочь тщательно изучить другие маршруты и обычные места для пеших прогулок в лесу. Новость была быстро распространена, и мотивация людей распространилась быстро, как пожар. Друзья, знакомые и соседи Роберта, туристическое сообщество и местная молодежь были воодушевлены и сразу же вызвались добровольцами участвовать в поисках. Люди рассказывали истории о походах Роберта в качестве мотивации
и напоминание о том, что связь людей с природой не утрачена, и вскоре казалось, что весь город объединился, чтобы помочь найти его. Они пробирались по скользким тропинкам и туманным дорогам, карабкаясь вверх и вниз, словно заблудились в огромном лабиринте. Неожиданные тупики, внезапные обвалы и опасные подъемы в сочетании с красотой леса, который так полюбился Роберту, делали окружающий мир одновременно живым и опасным для тех, кто не соблюдал осторожность и уважение. Когда температура внезапно понизилась, все группы подверглись испытанию на прочность. Именно в этот момент большинство волонтеров решили разойтись по домам и попробовать свои силы в другой раз. Авантюрный дух Роберта был достоин восхищения, но опасности, связанные с оползнями, скрытыми ямами и неустойчивым грунтом, были тем, что нельзя было игнорировать. Тем не менее, группа Эмили осталась, и вместе с помощью лесной полиции они продолжали продвигаться дальше в лес, поддерживая постоянную связь. Когда они приближались к определенным участкам, поведение совы тоже менялось. Он становился все более настороженным и беспокойным, громко кричал и летал вокруг, пытаясь поймать то, что не удавалось людям. Но иногда даже его глаза не могли проникнуть сквозь пышные сосны и кроны деревьев. В какой-то момент группа Эмили пошла по опасной дороге, держась тропы вдоль мелкого ручья, узких хребтов и больших валунов, преграждавших им путь, но у них было ощущение, что это правильное направление для ограбления. По мере того, как они углублялись в лес, у них возникало ощущение, что они вступают в местность, принадлежащую другому миру. Захватывало дух, насколько все менялось по мере того, как они углублялись в лес. Все было тихо, но они не чувствовали никакого страха, а только восхищение и уважение к природе, которая их окружала. Они не могли позволить себе испытывать страх прямо сейчас, особенно сейчас, когда на кону стояла жизнь Роберта. И, к счастью, их крылатый проводник не давал им сбиться с пути, предупреждая на самых сложных участках и поддерживая их настроение всякий раз, когда они уставали. В какой-то момент знаки совы стали более настойчивыми. Он хлопал крыльями и настойчиво указывал конкретные направления. Были ли они на правильном пути? Эмили и доктор Макс оба устали, но продолжали идти вперед. Это было не только физическое испытание, но и психологическое. Но точно так же, как они отчаялись, обнаружив очередной тупик, их надежды и решимость возросли, когда они увидели множество улик и признаков жизни, которые Роберт оставил на своем пути, таких как бутылки с водой или обрывки одежды. Резким движением птица спрыгнула с плеча офицера Эмили и устремилась в темноту леса. Офицер и доктор растерянно переглянулись, так как совенок никогда раньше этого не делал. Но, боясь потерять свою самую большую помощь, они тоже собрали все свои силы и бросились в густую листву. Они обнаружили, что он кружит вокруг определенной области, как естественный прожектор, излучающий ощущение срочности. Они вдвоем направили на него свои фонарики и вскоре поняли, что это значит. Должно быть, сова хотела, чтобы они нашли именно то место, которое находилось внутри. На лесной подстилке, укрытое опавшими листьями и ветками, было углубление, похожее на своего рода потайный вход. Это было чудо. Если бы не настойчивость их гида, они бы легко прошли через это место, ничего не заметив. Направляясь к похожему на пещеру входу, офицер также задавалась вопросом, насколько далеко простирается преданность птицы и последует ли она за ними даже внутрь грота. К ее удивлению, птица крепко вцепилась в плечо Эмили и продолжала сопровождать их. Продвинувшись дальше, группа не могла поверить своим глазам. Но это была правда. Там лежал Роберт, путешественник. Он был ранен, обезвожен и прислонился к каменной стене, но, несмотря на то, что в его глазах были страх и отчаяние, в них по-прежнему светилась решимость. На его дрожащих губах появилась слабая улыбка, а когда сова подлетела к нему, ему показалось, что он смотрит на ангела. Это был волнующий момент для всех вовлеченных сторон,
И Эмили не смогла скрыть своего облегчения, когда объявила по радио другим полицейским и волонтерам: «Мы нашли его, Роберт. С нами все будет в порядке». Затем они бросились к нему, и пока Эмили оказывала ему элементарную медицинскую помощь, предложили воды. Эта трогательная сцена была наполнена словами утешения и теплоты, которые были свойственны не только людям, но и животным, поскольку маленькая птичка не отпускала заблудившегося туриста. Это было невероятно. Они нашли его, несмотря ни на что. Ожидая, когда прибудут остальные спасатели и заберут Роберта в безопасное место, в больницу, он рассказал свою историю и о том, как он был связан с маленькой совой, которая нашла его и только что практически спасла ему жизнь. В этот момент стало ясно, что их связывала не только связь человека и животного или просто домашнего любимца и хозяина. Между ними было глубокое взаимопонимание. Сначала это было просто любопытно, но потом это начало преследовать меня повсюду. Тогда, в самые тяжелые моменты моей жизни, этот маленький приятель составлял мне компанию и наполнял мое сердце надеждой. Конечно, я испугалась, когда оно покинуло меня, но я верила, что оно вернется. Я надеялась, что оно поймет, и что кто-нибудь сможет разгадать код в кулоне. Я отдала ему. И вот, пожалуйста. Я бы никогда больше не усомнился в интуиции животного. Никто из участников никогда бы не усомнился в уме и решительности совы, которая только что показала себя настоящим героем, неожиданным спасителем с перьями и клювом. Несомненно, их история никогда не будет забыта в городе. Это напоминание о том, что существует связь между миром людей и миром матери. Природа не была полностью утрачена, и если бы кто-то уделил ей достаточно внимания, то обнаружил бы, что внутренний мир животных намного богаче, чем мы можем себе представить. Слух о необычной ситуации, в которой оказались Роберт и его пернатый спутник, быстро распространился по всему миру, и вскоре маленького филина стали чествовать как героя в их маленьком, но сплоченном сообществе. Эта история заканчивается тем, что Роберт медленно, но верно выздоравливает. Вместе со своей семьей он благодарит офицера Эмили и доктора Макса за их невероятные усилия. Макс так и сделал, но всякий раз, когда этих двоих расспрашивали, они сразу же выражали свою благодарность настоящей героине истории, маленькой совенке, которая напоминала нам о непредсказуемых способах работы природы.